MDRT only wants really successful people as members, so they set that the targets are reasonably high targets to achieve for most advisors. Одна из целей, люди, которые хотя бы раз присоединились к этой цели, к нашей ассоциации, то они могут иметь достаточно большие цели, потому что они видят, что они их могут достичь с помощью этой ассоциации. And I started 25 years ago, but I didn't go to my first MDRT meeting until the year 2006. 25 лет назад я начал работать в этой индустрии, но, к сожалению, до 2006 года я не был членом MDRT, к великому сожалению. And for about the first 10 years I was in the business, I didn't qualify, I didn't have good enough numbers, but then even when I qualified, I still didn't go for about 5 years. Первые 10 лет, на самом деле, не очень хорошие результаты были, а за последующие 5 фактически перекрыли все предыдущие. And then when I went to the meeting, I realized that I really had missed out on a really big opportunity for the first 15 years of my career. И когда, наконец, присоединился к конференции в 2006 году, наконец понял, что до конца, то есть насколько велики возможности и насколько ими можно воспользоваться. And so I really want to encourage you just to qualify and to go to a meeting and find out what it's about and the energy and the learning that happens when you've got about 7,000 really, really successful people all in one room together. На самом деле, говорят из глубины сердца, призываю вас побывать там на этой конференции, чтобы почувствовать дух, который там царит в аудитории, в которой собраны в одном месте 7 тысяч успешных людей со всего мира. And so what MDRT has done is they have what is called an aspirant program, where someone like Mikhail or Igor could be your mentor, and you can get there with only 50% of the production for your first year. Для этого существует программа специальная, так называемая аспирантская программа, которая позволяет вам, даже не выполнив нормативы членства в MDRT, уже использовать выгоды присоединения к этой ассоциации. Для этого вам нужно всего лишь навсего выполнить хотя бы 50% норматива MDRT и выбрать наставника. Этими наставниками могу быть, например, я как член MDRT, либо Егор. And then to go back a second time, you can do it with only 80% of the production. Но дальше ассоциация, конечно, делает так, чтобы, так сказать, человек рос профессионально, и поэтому, если второй раз уже на следующий год он должен выполнить уже не 50%, а 80% от норматива, чтобы был виден рост. And what happens is that there's the main platform is in the morning every day, but then in the afternoon you go to breakout sessions and whatever you want your specialty to be. Конференция обычно построена по такому принципу. Утренние сессии, вот как у нас сегодня, в одном месте вот эти все там 6,5-7 тысяч человек собираются в большущей совершенно аудитории. Это называется main platform, главная платформа. Там выступают спикеры такие, маститые, специалисты в своем деле. То есть это, как правило, либо коучи, либо специалисты по страхованию жизни. Они говорят на темы, которые волнуют всех. Это какие-то тенденции в финансовой индустрии, тенденции в страховании жизни и так далее. Дальше, во второй части дня, есть секционные заседания, сессии так называемые. Они уже расходятся, там люди расходятся по интересам. Там есть направление, скажем, идеи, маркетинг, целостная личность и так далее. And it's really important that you hang around with successful people because you learn from them and you get to think a lot bigger when you see people writing business that's so much bigger than business you've ever seen. Еще раз, находясь в одном пространстве какое-то время с успешными, по-настоящему успешными людьми, у которых уровень мышления, соответственно, заточен на достижение каких-то целей, вы сами уже перестраиваете начинаете мыслить по-другому в этот момент, вы ловите какие-то новые мысли, и вы начинаете и мыслить, и ставить себе другие планы. And it's really neat to
I have friends of mine who make $6, $7, $10 million a year in income, and when you see that, and you see that they're just like you are, but they just think bigger, it makes you think a lot bigger too. Ну, у Майкла несколько друзей, которые зарабатывают 7, 8, 10 миллионов долларов в год, это их годовой доход. И ты видишь ничего необычного, такие же нормальные, ну, как бы не какие-то там ангелы, обычные люди. И ты, самое интересное, на этом мероприятии ты можешь с ними нормально по-человечески пообщаться. У тебя есть эта возможность. Никаких вот этих барьеров там имущественных или каких-то не существует, то здесь совершенно спокойно. Я от себя еще добавлю, как одно из правил проведения конференции, one of the rules of the conference in Anaheim, they told that no attention for events, yeah? No attention for events, one of the rules. Одно из правил, которое оглашается, не обращайте внимания на количество ленточек. Это дается такая квалификационная, и ты там видишь сразу человека там, ну, сколько лет он и так далее. Так вот, одно из правил, общайтесь, не обращая внимания на то, сколько там лет он в ассоциации. The biggest policy I've sold was $5 million with a premium of about $50,000 a year. Один из крупнейших полисов, который продавал с покрытием $5 миллионов и с премией $50,000. But then I go to MDRT and I have friends that have written policies with face amounts of $100 million, $200 million on one person's life. Один из полисов из его знакомых, который был продан, это несколько сотен миллионов долларов, 200 миллионов долларов покрытие страховое, и это накопительный полис, то есть смешанное страхование жизни. And I have one friend who sold in total to different people $1 billion of life insurance just with charities as beneficiaries. Есть даже такие примеры, когда продан страховой полис с покрытием $1 миллиард и с выгодоприобретателем как благотворительный фонд. Записан благотворительный фонд как выгодоприобретатель. То есть в совокупности вот продажа сделана на вот такую сумму. Соответственно, да, выгодоприобретатель это. And there's different levels at MDRT. There's member, and then there's top of the table, which is 6 times the production of a member. Есть 3 уровня. Qualified member, второй court of the table, это как бы правление стало, третье top of the table. Нижний от верхнего отличается, то есть верхний от нижнего отличается в 6 раз. То есть нужно выполнить продуктивность или сбор премии в 6 раз больше. And I'm a member of just a member, and Solomon Hicks, who Mikhail put a picture up, he does top of the table in 2 months. He qualifies. Saul Hicks qualifies He made for 2 months? in 2 months. He made. Вот Соломона Хикса, которого я показывал на фотографии с собой, он сейчас делает вот этот уровень, который в 6 раз превышает уровень рядового члена, всего лишь за 2 месяца. Остальное время он как спикер едет по всему миру. То есть работы как таковой физически с клиентами, это занимает не более 2 месяцев. So when you put yourself in front of that many successful people all together, it's going to have a huge impact on your business. So go one time and at least see what it's about. Ну, мы здесь можем много говорить как бы о том, что какие там выгоды, но, что называется, по-русски не попробуешь, не поймешь. То есть пока не попробуешь, не оценишь. Now, this is in your handout right here. This is the key marketing criteria that I use every time I market to clients. Майкл для себя использует критерии позиционирования себя, маркетинг, это значит, есть проспектинг, когда мы бегаем за клиентами или выискиваем, а есть маркетинг, ты себя позиционируешь на рынке, маркет, ты себя как-то позиционируешь. И вот когда ты, один из способов позиционирования себя, это как раз вот выполнять эти критерии, они изложены здесь. And
I won a grand prize in my country for having basically the best marketing plan of all financial advisors across Canada. Майкл выиграл большой приз внутри Канады на соревновании среди маркетинга и позиционирования себя и своего бизнеса. And the main criteria are: is it different and better? Does it have a high impact? Does it have a long shelf life? And does it establish you as a credible source? Ну вот здесь как раз коротко по-русски записано. Прежде чем, на самом деле, вот я вот этот слайд понимаю несколько шире. Вообще, прежде чем вообще как-то начать контакт, любой контакт с клиентом, будь то телефонный звонок или тем более письмо, то есть этот контакт должен соответствовать вот этим критериям. Прежде чем, значит, послать, я снимаю трубку, звоню или я пишу какое-то письмо, вот это письмо, это мое послание, оно отличается от существующего на рынке, оно что-то дает новое, оно должно давать что-то лучшее, заинтересует ли оно клиента, вот что-то есть в нем такое, чем оно заинтересует, привлечет. Надолго ли то, что я предлагаю, это там на раз, на год, на 5 или еще на какой-то. И насколько надежно то, что я предлагаю. Я сам в это верю, говоря, оно надежно, дает оно какую-то гарантию. So some of the things I do, one of the things I do is I send out a laminated calendar with fridge magnets to my clients every year with some of the concept pages that I show. Один из моих продуктов, которые я использую как маркетинговые идеи, я делаю собственный календарь, который, собственно, вот я его делаю так, что я стараюсь, чтобы он соответствовал этим критериям. So just looking at the criteria, is it something that's different than they normally get? Does it have a high impact? Еще раз смотрим на этот список, действительно соответствует ли, выполняет ли он эти критерии, этот календарь. You know, it has a long shelf life. It sits on their fridge for a whole year. Ну, например, мы берем вот надолго ли этот продукт, а именно календарик, насколько он долго послужит, если мы его сделаем так, что его можно налепить на холодильник. And it's very, very inexpensive for me to do stuff like that. И стоит это очень недорого, то есть по большому счету нам вот сделать даже самим этот календарь на самом деле не очень большие деньги. So with all the different things that I do to market myself to my client, I always just ask those questions. И еще раз повторяю, если приходит какая-то новая идея, я опять возвращаюсь к этому списку. And then these are the outcomes of all your marketing that you want to achieve, are these 4 things. Что же мы в результате получаем, как результат себя позиционирования? You want to make sure that you either attract additional assets or insurance sales, generate referrals, improve your client retention, or demonstrate your value to your clients. Новые сервисы – это, как правило, существующий клиент, но, как правило, очень часто бывает у агентов, что называется, недокопан. То есть, если глубже копать или задавать какие-то проблемные вопросы, то можно тому же самому клиенту продавать либо более глубокое покрытие, но широкое покрытие, в смысле глубокое, да, более высокое, или дополнительные сервисы. Это касается, например, инвестиций, это касается, например, как вот у нас ДМС, это может касаться более высокого страхового покрытия. Качественные рекомендации, если вы глубоко и по-настоящему общаетесь с клиентами, он вам должен давать самых лучших, не должен, но так получится, значит, если мы вот себя позиционируем по-другому, самых лучших рекомендаций. Лояльность, он не будет смотреть на сторону, что называется, точнее, ему удобно работать с нами, значит, он даже какую-то мелочь, не относящуюся к нашему рынку, может быть, спрашивает у нас. Это вот лояльность, это дорого стоит. И демонстрируя выгоды, мы, собственно говоря, очередной раз притягиваем его. Now, this is in your handout right here. This is a friend of mine at MDRT who's an efficiency expert. This is how he defines results. Это тоже не его, тоже коллеги по ассоциации, которые чем
успешные агенты MDRT руководствуются, что для них является результатом. Смотрите, больше клиентов другого качества, то есть сам себе задаешь вот эту планку. Более здоровые, это значит меньше проблем с андеррайтингом, да? Клиенты, которые не обвиняют вас, очень важно, которые не обвиняют в том, что все, что не в вашей власти, которые ценят ваш совет, очень важно, которые игнорируют СМИ, которые пишут, что значит, что из которых рождаются все возражения, по большому счету, и качественные рекомендации. You done? Did you read them all? Yeah. Okay. And so, by going to MDRT and being around people, helping me focus on getting results, it's helped me with my business. Именно вот общаясь с людьми, которые ставят для себя такие цели, просто помогло мне развивать свой бизнес. And what happens is that I come and I present at lots of meetings like this, and people come up to me at conferences and they say, "Oh, I listened to all your stuff is fantastic." Ну, обычно я выступаю много, и приходят люди и говорят, да, ты выступал, твое выступление прекрасно, замечательно. And whenever they say that to me, I say to them, tell me which one of my ideas you're using to get results with your clients, and then all of a sudden they're really, really quiet. Да, но я им говорю, все это хорошо, я могу выступать как угодно прекрасно, но все-таки ты мне скажи, а что из того, что тебя восхитило, ты на самом деле применил в своей практике? И тут они почему-то становятся молчаливыми. And so then I say to them, oh, you just like my ideas. You don't actually use my ideas. And you don't get any results by just liking ideas. Я им говорю, да, и ты как с точки зрения оценки ты великолепен, но ты их совсем не используешь, эти идеи. Соответственно, ну какой в этом смысл? То есть ты как бы хорош в оценке, но не хорош в получении результата. So like I said at the beginning, you can have 100 ideas you don't use, or 3 or 4 ideas that you do use. Лучше все-таки иметь, то есть хуже иметь 100 идей и ни одну не использовать, но лучше иметь хотя бы 3, которые вы все-таки применили. So make sure you write down and you leave here today with some ideas you're going to use, otherwise this was just a waste of your day. Еще раз смотрим на раздатки, где у вас были вот эти 4, значит, напишите именно те, все-таки пока еще у нас с вами идет вот эта сессия, напишите те 4 идеи, то, что цепануло, что называется, вас, и то, с чем вы отсюда уйдете. Now, sometimes I get a little bit down in this business too, and so one day I wrote down all the reasons that I entered this business. Ну, наш бизнес не усыпан розами, вот, иногда бывают такие непростые времена, и у меня тоже в этом бизнесе, говорит Майкл, тем не менее, этот бизнес нечто дает нам существенное. And the first reason I came in this business is because of the income opportunity, because there's no ceiling on your income, but there's also no floor on your income. Первое и основное, конечно, это то, что есть доход, понятный доход, и он зависит от тебя, и, по сути дела, этот доход сверху ничем не ограничен. The other thing is that there's really good time and money freedom because you can make your own schedule. У тебя есть свобода в том, сколько зарабатывать и когда это делать, когда ты, собственно, будешь вести свой бизнес. And, learning about money is definitely a benefit. And in my country, being a financial planner has a very, very high status. В Канаде быть финансовым консультантом – это достаточно высокий статус. And профессия. And satisfaction for a job well done. Удовлетворение от хорошо сделанной работы. And then always remind yourself every day that you haven't met your best client yet, and so all your opportunities are out there, so prospect for them. Напоминайте себе каждый день, что you haven't met your best client. Да, основное мотивирующее
как бы сентенция и предложение, которое вы себе должны говорить, вы еще не встретили своего самого лучшего клиента. Ну, это как морковка, которая ослик. So if your best client's out there, it means your future is brighter than your past is. Да, не надо сильно смотреть на свои результаты в прошлом. Самый лучший клиент у вас в будущем. Now this is in your handout also. Это тоже некие советы для того, как стать успешным советником. Okay, so let me go through each one. Don't just read it. Okay? So what happens is that if you go and you take the most successful people at MDRT and you put them all together to make the perfect advisor, this is what they would look like. Если бы мы взяли за труд и собрали бы всех многих успешных советников из MDRT и сделали бы такой общий портрет и посмотрели, как бы он выглядел. And the first thing is that they would only deal by appointment only. Во-первых, это люди, которые ходят на встречи, они встречаются с людьми. Now, if you think about it, people book an appointment to change the oil on their car, or they'll book their appointment to get their hair cut, but then they just show up on you. What does that make you look like? Если бы те, кто заправляет вашу машину или стрижет вас, не встречались бы с вами, то есть так или иначе встречи в любом бизнесе происходят. Если бы этих встреч не было, то как бы заправлялась ваша машина или вы как бы делали хорошую прическу. The other thing is that they never assume the loyalty of their clients. They always work very, very hard to make sure their clients stay loyal to them. Старайтесь не терять лояльность клиентов, то есть вот это дорогого стоит то, как к вам относятся клиенты, насколько они к вам лояльны. Старайтесь с ними дружить. And they try to be friends with their clients because people might fire their stockbroker or their insurance agent, but it's really hard to fire your friend. Я немножко опередил, тем не менее, разовые какие-то продажи, типа вот там купил акции или еще какой-то, это одно, когда там, а другое дело, когда вот ты выстраиваешь долгосрочные отношения, дружишь с клиентом. And they always prospect their own book of clients to get as many repeat sales as they possibly can. Я знаю клиентов, которые делают повторные покупки просто потому, что они вот дружат с вами. And MDRT went out and did a survey, and they found out that the average person buys life insurance 7 times over their lifetime. Проводилось специальное исследование в рамках MDRT, и в среднем было выяснено, что за жизнь клиента может стать собственным владельцем примерно так 7, наверное, сервисов, 7 полисов по страхованию жизни, такое среднее количество. But they found out that the 7th sale generated more revenue than the first 6 sales combined together. И это же исследование показало, что 7-я продажа, как правило, дает доход более чем 6 предыдущих. Надо это помнить. Это тоже такая мотивационная морковка, что надо выходить на 7-ю. The other thing you have to do is you have to be a fantastic time manager because we all have the same amount of time, but we all get different results. Единственный ресурс, которым мы располагаем, как люди, как профессионалы, это время. И вы должны быть превосходны в собственном тайм-менеджменте, потому что именно от него будет зависеть эффективность вашей деятельности. And then you have to always remember that selling means you have to ask somebody to buy something. And if I was a fly on the wall in your office, how many times would you go through an appointment and not ask somebody to buy? Каждая продажа – это побуждение клиента к действию, к предложению что-то купить. Но в то же время это купить – это его и новое состояние. And they always have like 3 or 4 really good sales presentations, and they use them over and over again, and they're perfectly rehearsed. They know them very, very well.
очень часто, что повторное использование тех же самых идей, нам кажется, что оно не результативно, а на самом деле, тем не менее, если мы их продолжаем применять, то это дает результат. And they keep everything really simple with the simple ideas like I showed you. Еще одна из главных черт, очень важных черт успешных профессионалов в страховании жизни, они делают сложное простым. Буквально так, как Майкл показал нам до этого на уровне слайдов. То есть наша именно функция, наши сложные, может быть, на первый взгляд, сервисы позиционировать, показывать, объяснять просто. And then they're very, very confident. Консультанты, страховые агенты должны верить в себя, верить в то, что они делают. And things like confidence and excitement and enthusiasm are contagious. Эти качества, они неоспоримы, и энтузиазм, и вера в себя, их. Но это то, что невозможно, очень трудно взять откуда, это, как правило, надо вырабатывать самому. But also having a lack of confidence or enthusiasm, that's also contagious too. Именно какие-то... Lack of confidence. В общем, очень часто мы проигрываем именно из-за недостатка либо всего лишь навсего уверенности в себя, либо энтузиазма. То есть на самом деле, если рассмотреть ситуацию, там у нас не состоялась встреча или продажа, на самом деле мы просто недостаточно верили в себя. Вот. А клиент это считывает, и, соответственно, мы получаем результат, который получаем. Now here's a couple of basic rules to this business. Вот это вот замечательные советы или то есть продолжение правил успешных продавцов. The first thing is that every time you make a sale, you just lost your best prospect. Как бы это печально ни звучало, продажи это все хорошее дело, но это потеря нашего лучшего потенциального клиента. То есть мы вот его вынашивали, раз мы его потеряли, все. Ну, то есть на какое-то время, но четко совершенно, да. And so you have to keep the pipeline full. Like if you just wait till you need a prospect to prospect, it's going to be too late. You have to prospect all the time. Когда мы начинаем задумываться, что что-то у нас маловато потенциальных клиентов, кому мы бы позвонили или кому мы нужны, это уже поздно. То есть уже когда мы начинаем задумываться, их почему-то нет, уже поздно. Об этом надо думать постоянно, чтобы очередь из потенциальных клиентов у нас в мозгах или там, я не знаю, в дневнике, она не сокращалась, так полная как бы, такая труба. Ну, в общем, полная очередь жаждущих, по крайней мере, то, чтобы мы думали об этом, что она есть. And the higher that you go up the economic ladder, the more money you're going to make. Соответственно, надо позаботиться о том, на каком уровне потенциальных клиентов вы работаете. And if you have a whole bunch of school teachers as clients, you're going to make about what a school teacher makes. Если мы ходим к учителям, соответственно, наш доход будет примерно такой, как у среднего учителя. And if you have a whole bunch of millionaires as clients, you're going to make what millionaires make. Если мы встречаемся с миллионерами, то, наверное, наш уровень дохода будет подтягиваться к их доходу постепенно. Now, I want you to just think over the last 40 or 50 years how all these different things have changed. За последние 40-50 лет много чего поменялось в политике и в экономике. You know, if you look at the 1950s and the 1960s and the 1970s, the 1980s, and the 1990s, these things have been completely different every decade. Каждую десятилетку, начиная с 50-х годов, 50-х, 60-е, 70-е, все постепенно менялось и в государственном устройстве, и в экономике. And none of these things are in your control. Есть много вещей, которые не подвластны нам, то есть мы на них никак не можем повлиять. Now think through the decades,
how interest rates have changed from one decade to the next, and how product has been distributed has changed. Меняется доходность рынка, появляются новые продукты, не только в нашей индустрии, во всех остальных тоже. And think of how government policies have changed from decade to decade, or how world events have changed. Не говоря уже о политике, которая меняется еще чаще. And think of stock market returns. One decade they're really good, the next decade they're really, really poor. Ну, соответственно, стоимость тех или иных компаний, а соответственно их акции подавно меняется еще чаще. And you know, all these things, even though they're changing, we can never ever control them. So don't let these ever control your career. За всем этим мы, как финансовые консультанты, не можем, уследить-то можем, повлиять мы на это никак не можем. Соответственно, на нашу карьеру эти вещи оказывают влияние, но мы, соответственно, на эти вещи не можем оказывать влияние. So instead of focusing on things you have no control over and that are always changing, let's focus on the two things that never ever change. Поэтому вместо того, чтобы пытаться огорчаться, думать, переживать насчет вещей, на которые мы не можем обратить внимание, лучше давайте сосредоточимся на те, на которые все-таки мы можем, то, что под нашим влиянием, в наших силах. And these are the two things that never ever change. The first thing, as long as you're in this business, you're always going to be charging some sort of a fee or some sort of a commission. That's never going to change. В нашем бизнесе, если ты работаешь так, как работаешь, то ты все-таки получаешь комиссию. Все очень просто. То есть как потопал, так и потопал. The second thing that's never going to change is that your clients always have goals. Значит, да. И второе, у клиентов, у твоих клиентов всегда есть эти известные цели. Дать образование детям, так или иначе защитить семью, иметь постоянную пенсию. And clients' goals really aren't all that complicated. People want to educate their children, they want to protect their family, and they want to retire comfortably. И эти вещи перечислены не так уж сложны, они как раз очевидны. And from decade to decade to decade, these main goals of clients have never changed. И сколько уже от десятилетия к десятилетию эти основные цели никак не меняются вообще-то. And so if you go out and you spend all your efforts focusing on people's goals, you're always going to be able to charge some sort of a fee or commission. Если мы идем и сосредотачиваемся на этих базовых ценностях, целях людей, то мы обречены на доход. And don't ever let the economy be what determines your success. Не позволяйте какой-то там, ну, в общем, экономика, чтобы, или не обвиняйте в данном случае экономику, что она вот является причиной вашего успеха или неуспеха. Now you have in your handouts. Посмотрите, возьмите еще раз вашу раздатку, там есть табличка. Right here on the back. This is what one of my friends at MDRT does to make sure he's always successful. Это тоже идея одного из членов MDRT, друга Майкла. And you have to make sure, like I talked so much about activity being the most important thing, but you have to make sure you focus on doing the right things. Это, конечно, собственная разработка, как мотивировать себя делать правильные вещи. И, соответственно, это определенным образом позиционируется. And so this is just a concept. You can change this around any way you want to change it around to suit you. Это пример взгляда на свою собственную деятельность, и вы можете, основываясь на этом примере, видоизменить его ровно так, как вы считаете нужным для собственной деятельности. От себя добавлю, что он прекрасное средство для менеджеров, для того, чтобы оценивать работу агента. And so what he does is every day he makes sure, no matter what, that he gets at least 20 points. Его друг Майкл просто дал себе задание, что в день я должен набирать 20 баллов. Что бы ни случилось, 20 баллов у меня в результате дня должно быть. And you can't carry points over to the next day. If you get 30 points one day, you still have to get 20 points the next day.
ты не можешь перебрать в какой-то день и как бы, так сказать, считать, что в следующий день я там отдохну. Нет, дай себе такое задание, что 20, отдай не греши, сделай обязательно 20 каждый день. And so what happens is anytime he makes a telephone call to try to book an appointment, he gets 1 point. За телефонные звонки по одному баллу, просто звонок. And so then if he actually books an appointment, he gets 2 additional points. Если все-таки звонок превратился в назначение встречи, тогда 2 балла еще. And if he does something to give extra special service to somebody, he gives himself 2 points. What is additional service? Well, something just above what your normal level would be. It doesn't have to be. Да, есть нечто стандартное, а тут пришла идея, давай-ка я еще так письмецо напишу, там, не знаю, что-нибудь поздравлю, там, ну, такое дополнительно приятное сделать. Make sure they know what's in the handout because they're looking. У всех же есть раздатки, да? Then, if he gets a referral from somebody, he gets 2 points, and if he gets 5 referrals, he gets 10 points. Соответственно, вот за получение рекомендаций еще дополнительные 2. За качественную рекомендацию 5. And then remember, you have to be effective. So if he can delegate work to somebody else, he gets 3 points for delegating. Не забывайте, что вы все-таки успешные консультанты, это те, которые концентрируются в основном том, что они умеют делать. Поэтому очень важно делегировать полномочия. За делегирование тоже несколько баллов, 3 балла дополнительно. То, что можно делегировать. And then if he does some major casework, he gets 3 points for doing that. За дополнительный пересмотр дела, который может позволить что-то усовершенствовать, улучшить. Then if he spends 1 hour reading something to enhance his career, he gets 4 points for that. Ну вот, например, чтение, это тоже не для всех, может быть, и каждый обязательно, но очень часто, я могу сказать о себе, начинаешь читать какую-нибудь статью, и выстреливает какая-то идея. Соответственно, по тематике, конечно, нашей, или близко к этому. Соответственно, вот себя можно награждать этим тоже. Я прочитал что-то, я себе записал 4 балла, у меня какой-то новый результат. And then if he has a face-to-face meeting, he gets 4 points for that. Да. Итак, мы позвонили первое, назначили встречу, провели встречу. И провели эту встречу, вот ее тоже оценили как 4 балла, то есть вне зависимости от результата. Это почему написано вне зависимости от результата, это дает свободу в мозгах, то есть мы не заморочены о том, что мы должны сделать продажу. Вот проводишь, значит, ты как бы легко к этому относишься, но ты ее провел, ты вот сделал это. And then if he comes like a day like today, coming to something like this, would be worth 5 points. Посещение какой-то конференции или мастерской, какова она сегодня, это вот возможность пообщаться друг с другом, услышать что-то новое от спикера, это тоже номинируется вот как дополнительных 5 баллов. But because it's me, it's worth 20 points. Но именно потому, что сейчас Майкл пошутил, именно потому, что Майкл приехал, так и быть 20 баллов. So you all got your 20 points, you can go home. Да, вы уже на сегодня вы выполнили свои, можете уже по домам расходиться. Then, if he completes like an application, that's worth 5 points. Заполнили, то есть дошло у нас до дела, то есть мы взяли заявление, у нас нашлось, взяли заявление, да, значит, взяли себе за труд, заполнили заявление, то есть мы уже на пути прямо к продаже. Вот это еще дополнительно. It's important you make this however you want to make it for you. So he gives himself 5 points if he exercises for 30 minutes. Здоровый консультант – это хороший консультант. Соответственно, оценка того, что мы заботимся о своем здоровье, тоже очень важна. Она оценивается в 5 баллов.
And like it could be if you want to eat healthy or if you need to spend time with your kids, you can give yourself points for that if you want. It's a matter of making a point system. This is just a guideline of making a point system that will work for you. Может быть, вы будете оценивать, что вы проводите сколько-то баллов вы дадите себе за то, что вы с собственными детьми проводите какое-то время. Вот они вас тоже чему-то учат. Then if he meets with a center of influence like a lawyer, an accountant, or a professional, he gets 10 points for that. Вот это вот очень важный момент. Этот консультант, друг Майкла, номинирует встречу с такими людьми, как бухгалтер, аудитор, риэлтор или там, финансовый директор, 10 баллов. Знаете почему, наверное, да? Многие, кто в Москве, уже знают, потому что мы это обсуждали. Евгений Вячеславович, например. Это маршрутно тоже знает почему. Потому что есть понятие центр влияния, это одно, а есть еще понятие люди, которые работают с людьми. Вот эти все перечисленные люди, адвокаты, там, бухгалтера и так далее, те, которые работают с людьми, если мы с ними установили нормальные отношения, то, как правило, мы можем выстроить как бы перекрестный бизнес на рекомендациях. Мы им даем своих, присылаем адресно, они нам дают своих, потому что люди постоянно через них проходят. И да, еще налоговые инспекторы, аудиторы такие. Соответственно, это вот ценится, потому что это конкретно развитие бизнеса. And then if he writes a very large case, like $5,000, he gets 15 points for that. Ну и если вы вот сделали сделку, и она вам принесла, ну как минимум, это опять же рабочая цифра, $5000 дохода, мы ее оценим 15 баллов. And so ultimately, you get paid for results. You don't get paid for the amount of time you put in. You get paid for the results that you get. В конце концов, платят, деньги появляются, конечно, из-за результатов, поэтому именно эта система настроена на то, чтобы нас вести к результату. Она просто инструмент хороший. And so if I come to work today and I don't really feel like working, I'd call 10 people and get 10 points. Я пришел в офис и позвонил 10 людям, вот я как бы заработал 10 баллов. And let's just say that I set up 5 appointments.